Приветствую, командир. Говорю сразу, я не стример, я не блогер. Картинка какая есть, такая есть. С микрофоном я возился полдня, пытаясь настроить, потому что мой голос, похоже, очень хорошо микрофоном регистрируется. Это лучший вариант из тех, которые есть. Я не знаю, как ты попал на это видео. Может быть, только мои крысы подсказали, может быть, поиском нашел. Но мне, как состоящему в топливных красах, в какой-то момент стало интересно, почему столько новичков застревает на сайтах неподалеку от, собственно, зоны своего появления. Купил сайт Виндер штатный, полетел, поглядел, понял, почему застревает. В первую очередь, потому что сайт Виндер изначально имеет очень маленький радиус прыжка и не оборудован в половине случаев топливозаборниками. А если оборудован, то не знают, как им пользоваться, выбирают неправильные звезды и так далее. Так, задача номер один. То есть найти станцию и попробовать переоборудовать кораблик хоть под что-то, чтобы он начал более-менее летать. Потому что с прыжком 7-8 световых лет это не прыжки, это мучение. Ищем обитаемую станцию или систему. Станция находится только в системах, где живут люди. То есть нет населения, нет станции. Кому она там нужна? На небольшом количестве населения будет, скорее всего, орбитальная платформа, либо очень редко там будет большая станция. В идеале найти большую станцию, но если не получится, то хотя бы орбитальную платформу, на которой есть возможность для заправки. Это раз. И возможность смены снаряжения – это два. Искать можно простыми способами, то есть либо просто тыкаться, смотреть, то есть население здесь 0, станции там нет, можно туда даже не лететь. Здесь расстояние в первую очередь не то, но народу много. Ищем кого-нибудь поближе. Здесь вариант проще, то есть берем стандартную карту, начинаем использовать ее фильтр. То есть ищемся федерацию пилотов, здесь много всяких настроек, можно выбрать так, что надо. В первую очередь нам нужна цивилизация людей, то есть необитаемые стражи, торгоиды, это все выключаем. Звезд станет меньше. И начинаем смотреть, кто у нас тут рядом есть. В радиусе прыжка всем световых. Это я уже далеко где-то. Так, срок леса. Метку снять. Смотрим, где находимся. Вот. Здесь я нахожусь. Смотрим, что есть рядом. Это обитаемая. В принципе, не так уж и далеко. А потом оттуда упрыгать непонятно куда. Так, это тоже обитаемое, но далеко. Это обитаемое, народу не очень много. Но напрямую не получится 8,2. Попробуем проложить маршрут тогда как есть. $500 миллионов. Так, полмиллиарда населения, там точно должна быть большая станция. Вот тогда ее и берем в качестве цели в первую очередь. То есть полетим в первую очередь сюда. Попробуем там. Топлива мне туда хватит, а вот дальше уже будут большие вопросы.
момент прыжка лучше скорость убрать вообще в ноль. Мало ли что впереди, на всякий случай. Так, вот мы выпрыгнули. Смотрим, что у нас тут есть. Есть у нас тут 3 крупные станции. Замечательно. Так, заправка есть, снаряжение есть. Это все, что надо. Попутно можно сразу же сейчас просканить систему и понять, есть тут что-то интересное вообще или нет. Но у меня она просканена, то есть здесь сканировать ничего не будем, полетим сразу к станции. Помощью гиперпрыжки по желанию. Очень рекомендую сканить все корабли, которые попадаются по дороге. Банально с них можно получить некоторые данные, которые потом будут использоваться у инженеров. Круизный кораблик. Пустой. Смотрим дальше. Уже пустой. Следующий. Отвлекся на кораблик, пролетел. В принципе, можно использовать с помощью гиперпрыжки, которую на ближних расстояниях вполне можно использовать. На дальних оно дает потерю скорости примерно в четверть, поэтому руками летать быстрее. Кстати, интересная, похоже, рядышком. Мирный мир. Вот эта землеподобная планета за нее очень неплохо заплатит. Если сканеры есть поверхности. Так, все. Выпадываем. Шлюза у нас всегда на стороне, которая не крутится в качестве корпуса, а крутится против часовой стрелки. То есть в данном случае это правая. И к тому же ход всегда направлен в сторону планеты. Все. Дальность запроса 7,5 километров, у нас меньше 6, можно пробовать стыковаться. Этих тоже можно сканировать в полете. Стой. Все, автодок есть, скорость сбрасываем, стыкуемся. Так, ну пока мне нужна дозаправка и уход в ангар.
Так, здесь, я не знаю, есть у вас деньги на переоборудование корабля или нет, но в любом случае картографию продать. Пока налетал на 80 тысяч. В принципе, этого хватит. Это первое, что делаем. Следующее, идем снаряжение. Ну, собственно, у меня стандартный, почти стандартный сайдвиндер. Единственный блок там стоит, который сейчас надо будет купить. То есть тут все так же, как и у вас. Но вот сюда вам надо будет купить топливозаборник первого класса, где хватит. То есть банально выбираете, если у вас здесь есть пустой слот, выбираете пустой слот. Если у вас здесь стоит машинка, которой вы явно никогда не пользовались, загружаете ее вместе с гаражом в хранилище, пусть она у вас будет. То есть здесь можно выбрать заменить модуль, например. Здесь выбрать топливозаборник и выбрать F1E. Он стоит 300 кредитов, как бы вообще ни о чем, но спасти может очень здорово. То есть вот, допустим, мы его купили, соответственно, мне сейчас надо его лечить. Вот он у меня есть, но он у меня выключен так же, как будто бы у меня его нет. Я его купил, теперь он у меня есть. Следующее действие, которое нужно для нормальной работы топливозаборника, это настройка под него карты. Открываем галактическую карту. Здесь выбираем Федерацию пилотов. В ней выбираем нижний пункт класса звезд. Включаем его, чтобы он был активным. И здесь вам надо оставить верхние 7 типов звезд, а все остальные надо выключить. И надо обязательно включить фильтры к маршруту. То есть здесь звезды поменялись. Теперь отображаются только топливные звезды, их 7 классов всего. Это F, O, M, A, К, Г, Б. Сумма получается ОМА, КГБ. То есть теперь, если я начну прокладывать маршрут куда-то, он у меня будет прокладываться по возможности по топливным звездам. И с учетом дальности текущей моего корабля. Но это еще не все. Нам надо переоборудовать корабль, чтобы он вместо вот этих вот 7 с копейками световых лет научился нормально прыгать. По деньгам это примерно 20 тысяч в самом бюджетном варианте и примерно 70 в нормальном. Смотрим бюджетный вариант сначала. То есть первые модули, которые меняем, основное оборудование. И все, кроме брони и топливного бака, это все, вот это не трогаем. Остальное все меняем. Сейчас они стоят класса Е, это тяжелые и неэффективные модули. Основных модулей по факту вместо 5 классов по сути только 2. То есть это вариант D. Вот, вариант D. Это облегченный модуль, недорогой. Ну и вот сравниваем, допустим, с Е. То есть у этого масса 1 тонна, у этого масса 2,5 при мощности 6,4 мегаватта. Этот лучше по всем параметрам. Целостность вам в данном случае роли не играет никакой, поэтому смело меняем установку 2Е на установку 2D. Мне она не нужна, поэтому я ее продам. Извините. Вы по желанию. То есть я ее покупаю и устанавливаю. Все. Соответственно, все остальные классы меняем точно так же. То есть заменить на 2D. Этот тоже продаю. Купить, установить. То есть если сравнивать их, то 2D будет гораздо эффективнее, чем 2E. То есть если сравнивать с текущими, то потребление энергии выше, во всем остальном лучше.
Берем. Этот пока пропускаем. Система жизнеобеспечения тоже также меняется на 1D. Модуль также продаю. Купить, установить. Так, распределитель также на -1 Е. Вот мы сравниваем 1,3 тонны против полутонны. Этот жрет электричество немножко больше, но это ни о чем, в принципе, не скажет. Ставим. То есть вот, поменяли основные модули с Е на D. Теперь проверяем, сколько скачет коробка. 8,7. Ну, как бы не очень много, но все-таки уже хорошо. Самое интересное должно быть вот здесь. Модуль меняем. Вот модуль 2А. 160 тысяч. То есть в 70 не укладываемся. Примерно 1180 получается. То есть берем его, ставим. Так, если у вас не хватает на него денег, можете взять более экономный вариант 2D за 5,7. Вам это в любом случае даст прыжок. Теперь проверяем, сколько получилось из 2D. Почти 11 световых. Ну, не очень много, но так. Лучше, чем 7. Но все-таки лучше по возможности ставить 2А. Смотрим, сколько получилось. 19 световых лет. То есть почти в 3 раза больше, чем было. Вот с таким прыжком здесь уже можно вполне себе развлекаться. Звезды топливные. Куда нужно слетать? Еще вариант есть. Здесь есть пункт вот такой. Скорее всего, он у вас включен в выгодные маршруты. Сейчас покажу разницу. То есть вот берем дальность. Ну, 100, допустим, световых лет примерно. То есть вот до звезды 98 световых. Прокладываем маршрут. Смотрим. 15 прыжков получилось на экономе. В быстрых маршрутах, если пересчитать, получается всего 7. Разница в чем? Выгодный маршрут строит более короткие прыжки, потому что чем короче разовый прыжок, тем меньше топлива на него надо. Быстрый маршрут будет строить по возможности максимальные прыжки. То есть, вот давайте посмотрим. Быстрые прыжки. Первая отметка у меня стоит на расстоянии 13,5 световых лет. Теперь выбираем выгодный маршрут, пересчитываем, смотрим, где первая отметка. Первая отметка в 5 световых годах. То есть даже меньше, по-моему. Почти 6 световых первая отметка. То есть здесь потенциально можно улететь дальше. То есть вот здесь кончается топливо. Смотрим нитки. Пока идет сплошная линия, топливо у вас есть. Когда пошла прямолистая, топлива у вас нет. Смотрим, где кончилось. 75 световых лет. Это в выгодных маршрутах. Если мы переключаемся на быстрые, пересчитываемся, топливо у нас кончается почти в 2 раза раньше, на отметке 74 световых года. То есть за счет большего количества прыжков и меньшего расхода топлива потенциально можно улететь дальше. В некоторых случаях это действительно важно, когда, допустим, нет станций в зоне действия, либо куча мертвых звезд иногда помогает переключиться с быстрых прыжков на
на экономные. Но в обычных ситуациях лучше все-таки прыгать быстрыми. Так, кораблик переоборудован. По поводу того, как зарабатывать деньги на Sidewinder. Sidewinder хороший кораблик для начала игрушки, пожалуй, из малых кораблей, пожалуй, один из лучших. Зарабатывать на сайде можно достаточно, в общем-то, просто. Это не боевой корабль, это не торговый корабль. Можете, конечно, попробовать, но есть шанс, если вы нравитесь на кого-то посерьезнее, в первых же боях вас просто распилят. С торговым кораблем, если вы возьмете, там, допустим, перевозку 8 тонн куда-нибудь, вы с этим просто замучаетесь. Много он на борт не берет, прыгать начинает очень плохо, поэтому в моем понимании Sidewinder в первую очередь это курьер и ближняя разведка. Зарабатывать можно курьерскими миссиями, то есть выбираем панель миссий. Эти все мы смотрим, берем только перевозки, например. В перевозках ищем те, где нет товаров. То есть черный ящик, операция по спасению, это, конечно, интересно может оказаться, но есть шанс, что вы там здорово застрянете. Например, передача данных, доставка отчетов, собственно, тупо возить флешки. Это можно. Еще смотрите два момента. То есть это дальность. Может быть вкусная миссия, допустим, там, в 200 световых вы замучаетесь туда прыгать. И еще момент, смотрите обязательно вот сюда. Если у вас нет груза никакого, если у вас уровень опасности 0 здесь, вы никому не интересны. Даже если вас кто-то перехватит, оно отсканит и улетит. Если это будет игрок, там будет 50 на 50, но обычно сайдвиндеры никто не останавливает. Взять с них в принципе ничего. То есть уровень опасности 0, дальность полета и сколько за нее платят. Без груза летать безопасно. Также можно на большой дальности прыжков, типа 19-20 световых лет, вполне просто зарабатывать, продавая данные в картографию. Тоже нормально получится, но если будет желание заработать больше, то сканировать надо не просто залетев в систему и улетев оттуда. Надо будет использовать полный сканер системы. Ему за такое сканирование заплатят больше. Есть еще момент, когда заплатят еще больше. Это если у вас есть планетарный сканер. Но он стоит 250 тысяч. И надо будет каждую планету лететь в упор и сканировать уже в упор. То есть вот он 250 тысяч стоит. Потенциально он может окупиться за один перелет. Сейчас наглядно покажу, я его куплю на нем даже. Пусть он у меня будет, и я отсканирую ближайшую соседнюю планету, которая землеподобная. То есть все, здесь у меня все есть. Заборник есть. Его стеллаж вообще нужно продать. И пойдем искать приключения. Здесь, да, планетарный сканер требует задачи огневой группы. То есть это делается в правой менюшке, кнопочка 4, огневые группы. И здесь выбираем сканер поверхности. Допустим, вот сюда. Эту с лазером. Я все пользовать не планирую. Поэтому просто пусть будет так. Хотя нет. Вот эти лучше сюда. Планетарный сканер к сканеру системы. Вот так будет хорошо. Ну, вроде бы все. Пойдем сканировать ближайшую планету.
Свет нужно включить, чтобы лучше было видно. Все, взлетаем, полетели. О, кораблик. Тут надо его отсканировать. Раз он все равно есть. Транспортный. А вот с него получили данные. Полный анализ поглощения счета. И там еще один есть где-то рядышком. И с него данные, поврежденные что-то. Сейчас скажу. Поврежденные цикличные записи счета. Все, вот эту планету сейчас пойдем сканировать, потом продавать. Ага. Вот эти станции надо немножко. И прыжок. Оружие не нужно, поэтому все тягу двигатель есть. Так, вот система. Вот планета, которая интересует. Уже горит голубым сканер поверхности, то есть дальность вполне подходящая для работы. Мы же не включаем. Если уложиться за 6 зондов, как вот справа написано оптимальный затрат, то будет бонус по деньгам. То есть первый выстрел в центр, 4 по краям. И один сзади его в обратную сторону. Ждем сканирования. Смотрим, сколько получится. Отсканировать надо 90% или больше. Но, скорее всего, в 6 дронов я уложусь. Сейчас еще последний долетит с обратной стороны. Вот и 100%. Вот теперь оно у меня есть сканированное. Все замечательно. Так как прыгать мне, в принципе, без разницы куда, я могу прыгнуть в ближайшую систему, чтобы ее сканировать. Здесь был, здесь был. С дальностью прыжка почти 20 уже появляется выбор. Вот здесь я не был. У меня здесь погашена карта системы, то есть здесь я не был. Класс М, красный карлик, она топливная, но народу в ней нет. То есть если просто прилететь без топлива заборника, если это ваш последний прыжок, то это ваш последний прыжок. Дальше придется либо самоликвид, либо обращаться к топливным кэссам, чтобы прилетели и заправили. Все, прыгаем тогда сюда и пойдем его сканировать. Заодно покажу, как работают сканеры, как работает дозаправка, которая очень важна. Станции есть далеко не везде, поэтому надеяться на то, что там кто-то вас заправит, никакого смысла нет. Проще заправиться самому. Тягу в ноль. Ждем прыжка. Все, вот мы возле звезды одной. Скорость никакая. Немножко идем к краю и постепенно разгоняемся, пока не заработает топливо заборник. Все, скорость на 0, можно стоять ждать. Если вы продолжите ускорять, то вы начнете здорово греться, и поэтому смотрите за температурой. То есть 62% это нормально, это не страшно. Единственное, что заправляться вы будете чуть больше, чем обычно. В принципе, минута на сайдвинде, если вы никуда не спешите, его ничем не влияет. До станции вы будете лететь дольше заправка. То есть она льет примерно 7 литров в секунду. Ну, то есть где-то за минуту, может быть, 2, вы один прыжок
заправить. Да, есть возможность заправиться, лучше всегда заправляйтесь, потому что всякое оно бывает. Дальше может оказаться несколько мертвых звезд без станции, и дело может кончиться плачевно. Теми же тупыми крысами, к которым придется обращаться за помощью, просить и так далее. Все, заправились и клепаем. Как вариант могу показать еще один момент, в котором периодически страдают новички. То есть вылетают на полной скорости и делают вот так. То есть вот выпрыгивают на полной скорости, не тормозят ничего, и в итоге дело заканчивается вот этим. В принципе, тут особо ничего страшного нет в данном случае. Да, перегрелись, да, корпус немножко обгорел, но если вы не будете здесь паниковать, ничего страшного не случится. Банально, все, успокоились, немножко остыли. В левой менюшке цифра 1 выбираем в качестве цели эту же самую звезду. Пункт назначения выбран. Возле радара слева есть круглый шарик, он же компас по сути. Вам надо, вот смотрите, если белый кружок сплошной, то цель перед вами. Если кружок контурный, то цель позади вас. Задача улететь от звезды. То есть кружок контурный в центре. Начинаем разгон без ускорителей. Греться здесь не стоит. Все, максимальная скорость набрана. Прыжок. Курс отхода прямо перед нами. Нагрев пошел и полетели. Скорее всего, даже перегрева не будет, потому что ускоритель не используем. Все. Все, выпрыгнули из звезды, 95 градусов, 95%. Ничего в этом страшного, как выяснилось, нет. В звезду в обычную можно провалиться. Если это будет красный карлик, то это будет ваш последний полет. Из него уже двигаться. Как вариант, я говорил, что я покажу сканирование системы. То есть, чтобы не мешала звезда, которая находится сейчас прямо за нами, достаточно от нее улететь, ну недалеко там, 1020 световых, что ли, то есть, ну, хотя бы так. Дальше смотрим, включаем сканер системы, то есть система отсканирована на 84%. Вот в этом месте где-то есть планета. Ищем длину. Где-то здесь одна единственная планета. Уровни сигналов идут здесь, они идут полосой, значит идем вдоль полосы. А вот и она. Вот она. И это у нас кусок льда. Не сильно интересный, никому не интересный, не сильно дорогой. Смотрим, куда можно прыгнуть дальше. В принципе, прыгнуть-то можно куда угодно. Я могу сейчас выиграть. То место, где я ставил свой основной корабль, достичь его в 2 прыжка с одной дозаправкой, потому что первый прыжок будет на классе К. Это топливная звезда, ее можно заправить и улететь дальше. В случае, если вам, допустим, чем-то не повезло, а такое бывает, причин много всяких разных, может на посадке разбиться, кто-нибудь может вас убить и так далее. В случае гибели корабля вы потеряете корабль, груз, исследование и стоимость страховки. Стоимость страховки в правой менюшке первый вклад. Чуть пониже баланса. Вот для того, чтобы мне купить такой же Sidewinder, мне надо 22 тысячи кредитов. Если у вас вдруг денег не хватит, независимо от того, какой корабль у вас был, вы получите бесплатный Sidewinder и по сути начнете жизнь сначала. Как-то так.
Могу еще раз заправку показать, если надо. Дернуть по направлению трубки. Так, исследование системы показал. Планетарные страны показал. Топливозаборники использования показал. Карта перенастроена, это есть. Выгодные быстрые маршруты рассказал. Разницу между сплошными линиями, когда у вас есть топливо, и прерывистыми линиями, когда у вас нет топлива, тоже рассказал. Как искать станции, ориентируясь просто на население. То есть вот здесь население 0, станции здесь нет. Здесь население 0, станции здесь нет. Здесь население есть, хоть какая-то станция, но там будет. Так, ну, все. Продолжаем заправляться постепенно. Смотрим температуру, чтобы сильно не грелся. Где-то 60-65 это нормальная температура. Все, ну, хорошо. Быстрее лететь не буду. Иначе потом придется отлетать, охлаждаться и лететь обратно. Сейчас долетим до конечной станции, посмотрим, какую сумму была оценена землеподобная планета. А самая единственная, которую я там отсканил. И окупится ли у меня планетарный сканер стоимостью 4 миллиона кредитов. В принципе, если что, то топлива мне в любом случае уже хватает, потому что у меня один прыжок и следующая звезда снова топливом. Могу заправиться там. Все, залился, пока разворачивался. Нагрев он сейчас пройдет. Нагрев не критичный, ничего не случится. Прыжок. Могу еще предложить не стараться скинуть сайдлиндер максимально быстро. Это недорогой и достаточно неплохой кораблик. Единственное, что если вы вдруг захотите участвовать в боях или возить грузы, то вам тогда лучше поменять. Все-таки под грузы можно взять, например, хаулер. Под бои можно поискать кобру. Но и тот, и другой придется дорабатывать. То есть изначально они будут такими же, как ваш первоначальный сайдлиндер. То есть прыгать не умеют, управляются плохо, но основная проблема будет большое количество прыжков ввиду короткой дальности, но в связи с тем, что у них уже классы будут стоять не первые, вторые, а третий, четвертый и так далее, то оборудование боевой кобры легко обойдется в миллионов 3-4 при стоимости корабля примерно 350 тысяч. Модули будут намного дороже, чем сам корабль. Возить будет примерно тонн по 30, паулер. Ну, примерно так же. Но самый дешевый прыжок все-таки будет у Сайдлиндера. Так, ищем станцию ближайшую, подходящую. Мак. Куда полетели? 2 копейки на 1000 световых на максимальной скорости, чтобы быстрее достичь. Но с включенным помощником, который сейчас не включаем, а включим уже в самом конце. Да, ну, наглядно покажу. Вот смотрите, текущая скорость 9, 10, 11, вот он поймал, 11,
12, это я выключаю. 15, 14, 15. То есть он продолжает нормально разгоняться, а с помощником вы полетите примерно на четверть медленнее, чем без него. То есть пока летим так, до отметки примерно 10 секунд. Вообще для полноценной нормальной стыковки вам неплохо держать примерно 7 секунд. Давайте покажу медленно. Включаем помощь и летим прямиком прямым курсом до отметки примерно 8-9 секунд. Попутно вот кораблик впереди, можно его отсканировать сразу, чтобы смотреть, кто такой, чего от него ждать. И может быть он нам какие-нибудь данные даст полезные. Еще один цилиндр встречный. Тоже пустой. Вот сбоку, сзади, сзади. И ребят. Засмотрелся опять на корабли. Но все-таки более-менее выше. 9-8 секунд. Это чуть-чуть. Вот можно вот так вот лететь. То есть примерно в середине голубой зоны на шкале скорости это будет норма. И когда мы к ним полетим, если будет, допустим, 6 секунд или 5, это уже сразу перелет. Пытаться поймать бесполезно. Держим примерно 7 секунд до станции и летим примерно так. До отметки, когда загорится выход. В принципе, недалеко уже осталось. Обычно отметка загорается на расстоянии до 1000 мегаметров. То есть 1000 километров. Все, вот отметка есть, можно сбрасываться. Снова станция, смотрим, как крутится. Ага, здесь часовой, там против часовой. И точно так же вход направлен к планете, значит нам сюда. Попутный сканер, может кто попадется интересно. Так, дальность 6 километров, можно просить стыковку. Все, в автодок, пускай стыкуется сам. А сюда полетел, потому что оставил здесь свой кораблик спасательный. Здесь купил сайду и искал место, откуда прилетают новички примерно с той зоны. Понял, почему так много вызовов в ту область для заправки. Заправляться на станциях больше не надо, если есть топливозаборник, он решает все проблемы, потому что станции есть не везде, а топливные звезды очень часто. Ремонт и службу. Смотрим, сколько можно продать землеподобную планету. Вот стоит землеподобная планета 364 тысячи. То есть, по сути, я окупил свой планетарный сканер, сканировав всего лишь одну планету. Самые вкусные планеты это будут землеподобные, водные, аммиачные миры. Ну и в принципе многие остальные, которые хоть чем-то отличаются от простых кирпичей или кусков льда. И металлические могут заплатить нормально, но самые дорогие это землеподобные. Все, продаем страницу, считаем, что полет был в прибыль. Ну и пока, наверное, все. Сейчас я посмотрю свои записи.
Это рассказал. То есть, если вы в самом начале сумеете найти, не сумеете найти большую станцию, вместо нее будет орбитальная. Если у нее есть снаряжение, вы там можете дозаправиться на орбитальной платформе. Если у нее есть функция продажи снаряжения, то можно там купить топливозаборник и уже жить более спокойно. Если купите топливозаборник, если настроите карту, ваша жизнь будет уже намного проще. То есть вам не надо будет каждый прыжок молиться, что там есть станция. Там ее может оказаться, что нет. Если звезда топливная, то ничего страшного. Прилетели, заправились, полетели дальше. Топливозаборник показал, курьерские миссии рассказал, исследование системы показал, планетарные сканы показал, быстрые маршруты показал, сплошные прерывистые линии рассказал. Но сплошной топливо есть, но прерывистые уже нет. Машинку с собой можно не возить, эта машинка жрет весу примерно четверть вашего кораблика, то есть с ней он будет прыгать намного ниже. Ну вот как-то так. Наверное, хватит. Спасибо, если вы действительно слушали до конца, потому что еще раз, демо-стример, демо-блогер с очень неподходящим для всего этого голосом. Поэтому как уж есть, извините. До встречи, командир.